Всем привет! Друзья, мы сегодня с вами приготовим наивкуснейшие пирожные. Для начала мы смешаем все сухие ингредиенты. В миске у меня мука. Полный рецепт будет в описании к видео. Сюда же я добавляю разрыхлитель, 1 пакетик. И добавляю какао-порошок. Все хорошенько нужно перемешать. 3 яйца взбиваем со щепоткой соли. Когда яйца сбились вот в такую пену, мы постепенно всыпаем сахар. И теперь все взбиваем миксером. Когда наши яйца взбились вот до такой массы, мы добавляем ванильный сахар, 1 пакетик. И еще немножечко взобьем. Вливаем сюда растительное масло. И за ним сразу молоко. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Теперь мы не взбиваем, просто буквально несколько секунд смешаем. Сюда же просеиваем нашу сухую смесь в половину. Чуть больше получилось, ничего. Обязательно нужно просеять, чтобы не было комочков от какао и мука насытилась кислородом. Замешиваем в 2 этапа венчиком. И вторую часть. Заранее я поставила духовку разогреваться на температуру 180 градусов. Вот такая смесь у нас получилась. Теперь мы берем пергаментный лист, выкладываем на противень и всю массу выливаем. Все выливаем. И разровняем сейчас. Теперь мы шпажкой или зубочисткой можно распределим вот так, полоски проведем, чтобы масса была более равномерной при выпекании. Все, теперь ставим в духовку выпекаться до готовности. И пока печется наш корж, мы приготовим крем. Для этого в миску я высыпаю сливочный сыр. Сюда же следом сливки 35%. В Турции сливки, видите, какие густые. Ну и как же без сахарной пудры? Для вкуса добавив пару ложек. С небольшой горкой. А теперь все взобьем миксером. Перемешаем вот так, чтобы пудра не поднялась наверх. И начнем взбивать. Для аромата можно еще добавить немножко лимонного сока. Он будет такой более вкусный. Ну, где-то пол чайной ложечки или чайную ложечку. Вот так где-то. Вот чайная ложечка у меня получилась. И далее все взбиваем. Все, наш крем готов. Вот такой он, видите? Сейчас я лопаточкой покажу. Перемешаем все. Вот такой крем. Легкий и воздушный получился. Наш корж испекся. Провел он меня в духовке где-то 18 минут. Теперь я его переложу на решетку, пусть он остынет. Наш корж немного подостыл. Теперь мы я стаканом. Вы можете любой формы вырезать размер поменьше, побольше. Ну, попробуем стаканом. Можно фужером. И вот так их прорезаем, вдавливаем и прокручиваем немножко. Так все заготовочки. Вот такие
пироженки получаются. Они не толстые, где-то около сантиметра. Все заготовочки сюда мы убираем. А вот такие кусочки мы потом их измельчим в крошку. И сделаем пропитку. В стакан мы нальем молоко, ну где-то половинку стакана. И добавим пару столовых ложек сгущенного молока для сладости. У меня такой. Так, одна где-то, ну еще одна ложечка, вот, пару ложечек. Все перемешаем, и наша пропитка будет готова. Теперь мы наши заготовочки пропитаем приготовленным сиропчиком. Немножко. Можно, конечно, сделать и воду, и сахар, да, заварить и остудить. Но мне больше нравится с сгущенкой и молоком. Они более такие ароматные и более вкусные получаются. Теперь мы делаем крошку. Остаточки сюда высыпаем. Так. Теперь я беру мешочек, подготовлю. У меня есть такая насадка звездочка. Вы можете просто мешочек отрезать уголок, и удобнее так будет украшать все. Я отрежу кончик небольшой. Ой. Крема накладывайте немного, потому что он такой в руках тает, поэтому берите немного. Выкладываем теперь наш крем, делаем такое колечко. Теперь в серединку мы будем заполнять начинку. У меня абрикосовый джем. Вы можете любой, можно вишню, можно любой, и даже сливовый, можно с кислинкой, можно более сладкий, кто что любит. Вот сюда мы закладываем вовнутрь все. Остальные сливки я переложила в пакет, и теперь будем закрывать наши пироженки. Также сверху вот так мы их украшаем, такую шапочку делаем. По этому рецепту получается очень много пирожен. Берем и обсыпаем обсыпочкой все наши пироженки. Пирожен получается очень много, хватит на всю семью. И соседям достанется. Вот так посыпали, немножечко стряхните. И все выкладываем. Пирожные получаются не маленькие. Размер, конечно, вы можете вырезать любой, ну, как бы такой средний я сделала. И немножко потряхнуть, так, стряхнуть. Друзья, посмотрите, сколько у нас пирожен получилось. Очень много. Теперь мы их попробуем. И, конечно, нужно постоять еще в холодильнике хотя бы пару часиков, чтобы все объединилось, пропиталось. И, ну, терпения нет, вы же знаете прекрасно. Все, пробуем.
Друзья, кому понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь обязательно с друзьями. И когда вы приготовите такие пирожные, обязательно приглашайте всех к себе на чай. Обязательно еще пишите комментарий, понравилось вам пирожное такое или нет, и готовили ли вы его, или может что-то подобное. Мне также будет интересно. На сегодня же я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующей встречи в новых видео.